При формировании этого паттерна важно, чтобы цена при движении вверх регулярно обновляла максимумы. Но обновление максимумов, а затем откат – это обычная ситуация с восходящим трендом. Чем отличается откат с подтверждением от других паттернов? И о каких настроениях покупателей и продавцов говорит эта фигура? Сегодня мы в этом разберемся. Название фигуры говорит о том, что цена при откате подтверждает предыдущий максимум, а после этого продолжает рост. На схеме это отмечено зелеными маркерами. При нисходящем тренде ситуация развивается зеркально. Цена обновляет минимумы, и откат формируется в зоне пробитого минимума. На схеме это отмечено красным маркером. Кратко подведем итоги по ключевым признакам. Общий признак для любой фигуры отката – цена обновляет максимум в первом случае и минимум во втором случае. Затем откатывается в зону пробитого уровня, после чего продолжает движение в направлении тренда. Теперь посмотрим, за счет чего появляется откат с подтверждением. Когда на графике появляется максимум, на схеме это маркер 1, ниже него трейдеры поставят заявки Sell Limit. Кто-то так будет закрывать свои длинные сделки, кто-то таким образом планирует открыть короткую сделку. Те, кто планирует открывать шорты, выше уровня поставят заявки Stop Loss. Также выше максимума 1 выставят заявки Buy Stop. Их выставят те, кто планирует войти в длинную сделку на пробой. Когда цена пробила максимум 1, идея входа в короткую стала неактуальна. А те, кто планировал войти в длинную на пробое, открыли свои сделки, ниже поставив стоп-лосс. Кто-то поставит стоп агрессивно за пробитый уровень, кто-то за последний минимум. Как только цена попадет в зону заявок Buy Stop и Stop Loss, рост усилится, потому что эти заявки при исполнении будут двигать цену вверх. Чем дальше цена уйдет вверх от точки 1, тем больше будут появляться желающих продать и меньше желающих купить. В какой-то момент цена перестанет идти вверх, увидев, что рост прекратился, трейдеры начнут выходить из покупок, а кто-то откроет продажи, тем самым снижая цену. Сила перейдет на сторону продавцов. Так на графике сформируется новый максимум 2, который скажет трейдерам о продолжении тренда вверх. Когда цена подтвердит рост, активизируются трейдеры, которые любят заходить на откате к уровню. Они выше уровня поставят заявки Buy Limit, а ниже Stop Loss. Их стопы будут примерно там же, где и стопы входивших на пробой. Когда цена откатится к уровню 1, покупатели, выставившие заявки Buy Limit, откроют длинные сделки. Таким образом, когда цена не сможет пойти ниже максимума 1, мы сможем сделать вывод, что выше уровня появилась плотность лимитных заявок на покупку. На схеме это зеленая линия, которая сдерживает цену, а ниже уровня плотность заявок Stop Loss. На схеме это красная линия. Для того, чтобы войти таким образом на откате, этого достаточно, но я хочу вам рассказать еще один прием, который даст больше уверенности при открытии сделки. Давайте посмотрим, как открыть сделку на откате с подтверждением. Один из вариантов входа в сделку на откате – выставить заявку Buy Limit выше уровня. Но что, если выше уровня не сформировалась плотность лимитных заявок? Как понять, есть ли там плотность или нет? Вы спросите, а какая разница? Разница есть. Если выставим заявку на покупку, а зоны поддержки нет, тогда, открыв покупку, мы практически сразу вылетаем из сделки по убытку. Так неинтересно. Поэтому нам нужно подтверждение того, что на уровне все-таки есть плотность заявок. Посмотрим, на что надо обращать внимание, чтобы увидеть, что уровень будет поддержкой. Итак, цена снизилась, но мы не спешим входить в покупку, мы ждем сигнал. То есть нам нужно увидеть, что выше уровня сформировалась плотность лимитных заявок. Чтобы понять, что выше уровня есть поддержка, нам надо увидеть остановку цены. И только после того, как мы увидели остановку, будем выставлять заявку на покупку Buy Limit, а ниже уровня поставим стоп. Тогда цена, достигнув заявки, откроет сделку. Может ли цена и дальше пойти вниз? Да, может, это рынок. Но это менее вероятно, чем дальнейший рост, если мы правильно определили тренд и зону уровня 1. Зеркально вход в сделку выглядит на нисходящем тренде. После пробоя поддержки ждем отката к уровню и небольшой консолидации, выставляя Sell Limit и Stop Loss. А теперь